Всем привет! Вы на канале Рецептко, и в этом видео мы приготовим вместе с вами пирог с ревнем. Нам понадобятся такие ингредиенты: 270 грамм муки, 180 грамм сахара, 150 грамм сливочного масла, 220 миллилитров молока, 350 грамм ревня, щепотка соли, 1,5 чайной ложечки разрыхлителя теста и 2 яйца. Также все ингредиенты вы можете найти внизу в описании. Еще очень важный момент: все ингредиенты должны быть комнатной температуры. В миску отправляю сливочное масло, добавляю сахар, взбиваю миксером до посветления. И сейчас добавляю по одному яйцу. Сначала добавила одно яйцо, затем приблизительно минуточку взбиваю миксером. И также добавляю второе яйцо и минуточку взбиваю миксером. Добавляю щепотку соли, разрыхлитель теста, и можно добавить ванильный сахар или цедру апельсина или лимона, любые ароматизаторы. Вливаю молоко и просеиваю муку. И теперь в завершении нам нужно все перемешать до однородности. Теперь подготовим ревень. Для этого нам его нужно хорошо промыть проточной водой. Теперь снимаем кожуру. Удобно это делать вот так вот ножом, поддеть кончиком и затем тянем. И он у нас вот так легко и быстро очищается. Теперь я ревень нарежу на небольшие квадратики. Сейчас я беру еще дополнительно один стебель ревня, разрезаю его напополам и нарезаю вот на такие небольшие полосочки. Мы их положим сверху на пирог. Итак, ревень уже порезали, подготовили, и теперь отправляем его к тесту и аккуратно все перемешиваем. Тесто выливаю в подготовленную форму. У меня сегодня вот такая вот силиконовая. Можно взять абсолютно любую, может быть также и круглая, и металлическая. Слегка разравниваю лопаткой и выкладываю сверху стебель ревня. Когда это все запекется, то будет очень красиво выглядеть. Все отправляем в духовку выпекаться. И в итоге вот такая вот красота у меня получилась. Посмотрите, какой красивый пирог. Сейчас я его оставляю немного в форме, чтобы он остыл. Затем выкладываю из формы, сверху присыпаю сахарной пудрой. В общем, неимоверная красота, а по вкусу это просто вкуснятина. Очень вкусно, приятная кислинка, поэтому всем рекомендую сделать этот рецепт. И если вам понравилось это видео, то поставьте пальчики вверх, а также не забудьте подписаться на канал. Всем пока!